В мире, где конфеты на вес золота, дерзкий преступник ограбил целый конфетный поезд. Однако в погоню за Джо отправилась команда бравых и не очень героев, роль которых и возьмут на себя игроки. Приготовьтесь использовать весь свой арсенал, включая тортики, бомбы, всевозможное оружие и боевые приемы, чтобы одолеть Джо и набрать как можно больше конфет. Подготовка. Перемешайте и сложите в центре стола 3 колоды карт. Конфетный Джо всегда должен лежать внизу колоды боссов, а общее количество карт в колоде соответствовать количеству раундов, которые вы договорились играть. Карточки усиления боссов нужны для игры в пятером или в шестером. Положите их стороной, соответствующей числу игроков. При битве с боссом карточка подкладывается под него, усиливая и увеличивая награду. Бонус к награде для победивших босса игроков добавляется к каждому типу наград. Еще на стол надо выложить вспомогательные карты. Для чего они нужны, вы скоро поймете. Эй, не забудьте выдать участникам снаряжение. Кто же идет в путешествие неподготовленным? Случайно раздайте игрокам по одной карточке героя. Это ваш персонаж на текущую игру. Его нужно держать перед собой в открытую. Выдайте игрокам по 5 карточек действий в закрытую. Это начальный набор карт в руке. В процессе игры количество карт на руке игрока будет меняться. Вы будете разыгрывать и получать новые карты. Однако, когда у вас оказывается более 7 карточек, нужно немедленно выбрать лишние карточки и положить их в свой конфетный запас, в закрытую. То есть оборотная сторона любой карточки – это одна конфета. Конфеты – главная цель игры. У кого их будет больше, тот и победит. Если в ходе игры вам нужно будет получить конфеты, например, в награду за победу над боссом, вы берете нужное количество карт из колоды и кладете в свой конфетный запас. Аналогично, забирая конфеты у игрока вследствие эффекта карты или чего-нибудь еще, просто переложите их из его запаса в свой. Теряя конфеты, отправляйте их в сброс. Брать любые карты из конфетного запаса обратно в руку, так же как и просматривать их, чтобы узнать, какие карточки стали конфетами, нельзя. Все карточки действий в игре бывают нескольких видов и отличаются по цвету рамки – желтые, красные и синие. От цвета этой рамки зависит время, когда эту карту можно будет сыграть. Скоро все узнаете. Выберите первого игрока и отдайте ему монетку. Можно начать игру. А длиться игра будет всего лишь несколько суток. Конечно же, сутки условные, игровые. Каждые сутки это один раунд игры. Как в жизни, все начинается утром. Наши герои готовятся к путешествию. Затем днем наши герои путешествуют, вечером дерутся с боссом, ну а после битвы с боссом и дележа добычи ночью веселятся на вечеринке, а также могут поучаствовать в дуэли. Итак, утром нужно повернуть карточки героев в исходное положение. Да-да, ваши герои могли устать с прошлого дня. Дело в том, что герои обладают уникальными способностями, которые позволяют им творить разные интересные штуки. Однако от этого они устают. На карточках есть желтые и красные стрелки поворота. Желтые способности можно применять в любой момент раунда, а красные только при битве с боссом или в дуэли. После применения способности карточку героя нужно повернуть, чтобы обозначить, что он устал от применения способности и больше применять ее не может. И развернуть карточку обратно утром, в начале следующего раунда. После восстановления игроки в порядке хода берут по 2 карточки из колоды действий. Кстати, на этом этапе уже можно играть желтые карточки действий. Например, сыграть карманника и подсмотреть у любого игрока его карты действий, забрав одну себе. Однако игрок в ответ может сыграть карту блок и отменить действия карманника. В любом случае, после розыгрыша или отмены карточки действия, они отправляются в сброс, если не сказано иного. День. Путешествие. Вы исследуете местность, где оказались ваши герои. Откройте карту местности и выполните ее указания. События выполняются сразу же, в порядке сверху вниз. Значения всех указателей можно почитать на последней страничке правил. Вечером происходит битва с боссом. Откройте верхнюю карточку из колоды и встречайте свою судьбу. В общем, с этим чудом вам придется сразиться. Вот здесь указано его количество жизней, и чтобы победить босса, вам надо нанести ему урон, который равен или превышает это число. Может случиться так, что событие на карте местности увеличивает жизни босса. Для обозначения этого используйте вспомогательные карточки. В драке с боссом игроки разыгрывают карты, начиная с первого, у которого монетка, и по часовой стрелке. Игрок получает право разыграть боевые карточки, можно по одной, а можно и несколько, хоть все, или спасовать. Сыгранные карты игрок выкладывает перед собой, чтобы отметить, сколько урона он нанес или вылечил боссу, ведь количество урона повлияет на распределение наград между игроками. Да-да, не все боевые карточки наносят урон боссу. Некоторые, такие как, например, пластырик, уменьшают урон. Вам выгодно снижать урон, наносимый другими игроками, ведь награда за босса распределяется в зависимости от количества урона, нанесенного игроком лично.
Разыгрывая такие карты, просто подкладывайте их под боевые карты других игроков. Действие некоторых карточек может быть усилено или ослаблено другими картами. Например, сыграв несколько хуков в бою, каждый из них нанесет 20 урона вместо 10 обычных. Отмечайте это вспомогательными карточками. На некоторых картах есть вот такой значок рюкзака. Эти карты называются снаряжением. Вы можете выложить их рядом с героем, и они останутся как бы привязанными к нему до определенного момента, когда их нужно будет снять по условиям карты. Например, их отменят картой блок. Да, они не сбрасываются после боя. Использовать эти карточки можно только один раз за раунд, и применив, карту нужно повернуть. Карты с желтыми стрелками можно играть всегда, а с красными только в бою. Утром они восстанавливаются в свое исходное положение. Например, использовав биту, вы добавите 20 урона. Отметить это нужно вспомогательными карточками. Битва с боссом длится до тех пор, пока все игроки по кругу не спасуют, отказавшись играть карту. Да, вы можете продолжать наносить урон боссу сверх его жизней. Можно затаиться и спасовать, приготовив свой удар на потом. Однако, если все последуют вашему примеру, битва закончится и шанса ударить уже не будет. Однако, если хотя бы один игрок после спасовавшего сыграет карту действия, то право хода к спасовавшему вернется в следующем круге. Если после окончания боя у босса все еще остались жизни, то все игроки теряют по 2 конфеты. А если урон сравнялся или превысил его жизни, время делить награду. Как правило, в каждом бою есть лидер, который нанес боссу больше всего урона. Именно он получает вот эту награду и саму карточку босса, которая в конце игры дает вам вот это количество очков в дополнение к конфетам. Сама по себе карточка босса не является наградой, так что ее нельзя отнять или передать, и до конца игры она пролежит рядом с картой победившего героя. Если несколько игроков нанесли равный максимальный урон, то значит лидера нет, и награда за лидера добавляется к награде остальных участников боя, а карточка босса убирается в коробку. Все игроки, не ставшие лидером, но нанесшие хотя бы какой-то маломальский урон боссу, делят между собой вот эту награду. Нужно договориться и поделить ее между собой максимально честно. Однако, если договориться не получается, можете заглянуть в дополнительные правила и решить эту проблему. Бывает такое, что кто-то уснул во время боя и вообще не нанес урон боссу. Награда для таких боевых ребят указана вот здесь. Награду между ними распределяет лидер, или в случае его отсутствия любой игрок, выбранный случайно. Он может распределить ее как угодно и не обязательно честно, однако должен раздать все карточки. Если такой игрок один, то он все их и получает. После битвы с боссом начинается вечеринка. Игроки могут разыгрывать в порядке хода карты действий с синей и желтой рамкой, а вызвав других игроков на дуэль, даже с красной. На вечеринке, начиная с первого игрока, обладателя монетки, участник выполняет все действия, которые хочет, или пасует, после чего ход передается следующему игроку. Вечеринка заканчивается аналогично битве с боссом, когда все игроки по кругу спасуют. Карты со значком черепка – это прикрепляемые к игроку проклятия. Они по определению не несут ничего хорошего. Такие карточки кладутся рядом с героем и срабатывают при наступлении указанного в них события, а после выполнения их эффекта сразу скидываются в сброс. Например, метка срабатывает, как только начинается бой с боссом. Эй, у этого парня слишком много конфет, пора бы и поделиться. Если игрок хочет забрать часть конфет у другого, то во время своего хода на вечеринке может вызвать его на дуэль. Дуэлянты по очереди, начиная с игрока, бросившего вызов, разыгрывают карточки, стараясь нанести друг другу урон. Не бойтесь бросить в ход все, что у вас осталось, ведь сыгранные в дуэли карты восполняются после нее новыми из колоды. Можете сразу откладывать себе по одной карте после каждой сыгранной боевой карточки. Другие игроки в порядке очередности хода могут также разыгрывать карточки, стараясь помочь одному из дуэлянтов или просто изменить ход дуэли. Можно помогать безвозмездно, а можно просить за это награду в виде конфет, отобранных у побежденного игрока. Условия договора в ходе дуэли можно менять, вплоть до полного отказа. Дуэль заканчивается, когда оба дуэлянта спасуют. Кто нанес больше урона, тот и победил, и забирает у проигравшего 3 конфеты или весь остаток, если конфет меньше. Если урон равный или его вообще никто не нанес, дуэль заканчивается ничьей и конфет никто не получает. Игрок имеет право бросать вызов на дуэль только один раз за вечеринку, а также нельзя дважды вызывать одного и того же игрока на дуэль за одну вечеринку. После окончания дуэли все игроки, не только дуэлянты, но и поддерживающие, восполняют карты. С окончанием вечеринки раунд заканчивается. Передайте монетку налево, теперь этот игрок будет ходить первым. Монетка используется не только для того, чтобы понять, чей сейчас ход. Иногда ее можно или нужно бросить, в зависимости от того, что написано на сыгранной карте. Если на карточке написано «можешь бросить монетку», играющий действие участник выбирает, бросать ему монетку или нет.
А вот если на карточке просто написано «брось монетку», игрок, сыгравший эту карту, обязан ее бросить. Ну а если в последний вечер вы бились с конфетным Джо, время посчитать очки и объявить победителя. Все оставшиеся в руках карты добавьте к конфетному запасу, вместе с прикрепленными к герою карточками снаряжения. Прибавьте сюда очки с карточек боссов и сравните результат с другими игроками. Тот, кто набрал больше, побеждает, а если несколько игроков собрали одинаковое количество, то это повод отметить двойную или даже тройную победу. Ну или разругаться в пух и прах из-за обвинений в жульничестве. А на этом все. Мы надеемся, что Orange Quest подарит вам и вашим близким немало ярких и теплых минут. Все вопросы по правилам вы можете также задать в нашей группе ВКонтакте и отправить на электронную почту. Присоединяйтесь, чтобы всегда быть в курсе самых последних новостей.